I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Tbilisi, Georgia. We've been covering the protest, unrest, and just the political situation here for the last 7 days. And many of you have been asking me about the NGOs. What are the NGOs doing in Georgia? So I hear you. We're here today at an NGO, the United Neutral Georgia NGO. We're going to be speaking to the leader of this organization about what's the situation with her NGO. What's the situation with NGOs across Georgia? What is the situation on the streets in Tbilisi with the unrest and everything in between, the history of Georgia? And we're going to be bringing everything to you. This should be a very interesting report. Please stick with us. We're glad you're here. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Do that right now. Go click on that link and support our work so we can continue this unbiased, independent look into the important situations around the world. And also, go down and hit the Substack link so you can go to subscribe on Substack and get a lot more information, a lot more interviews, a lot more videos, a lot more text, and just all around information about the stories we covered that doesn't necessarily make it to YouTube. Let's show the world together what's happening. So, let's go get some information. Я Нана Какабадзе, представляю неправительственную организацию «Бывшие политзаключенные за права человека». Эта организация была основана диссидентами советского периода, но мы с 96 года, то есть с 95 года занимались правами человека в Грузии после распада советской власти. Мы всегда были, так сказать, как-то в оппозиции с правительствами, которые были и в коммунистический период, и после коммунистов. Сейчас наша организация в объединении так называемая «Единая нейтральная Грузия». И сейчас мы представляем, и наша организация входит в это объединение, и я представляю и вот этот союз «Нейтральная независимая Грузия». Что наша главная цель? Мы думаем, что в данный момент, когда во всем мире происходят какие-то изменения, мы сочли нужным, что Грузия тоже представила себе новой политики. И какая-то новая политика, которая для Грузии была бы приемлема. Это, наверное, нейтралитет нашей страны. Почему? Потому что мы очень маленькая страна, всего 4,5 миллионов населения, и мы не такая страна, которая смогли бы или конкурировать с большими странами, которые и наши соседи, и не соседи, но у них тоже интересы в нашей стране. Поэтому мы выбрали такой путь, чтобы у Грузии есть очень интересная геополитическая территория, которым интересуется, я думаю, большинство в мире стран. И мы хотим здесь наладить интересы разных стран, экономические интересы, связанные с интересами Грузии. То есть, учитывая наши интересы, интересы нашей страны и интересы и других стран, которые будут заинтересованы этой территорией нашей страны. И как мы понимаем сейчас, Грузия, ну и Тбилиси, есть чуть-чуть проблемы сейчас. Можно сказать, что произошло, почему митинг здесь, и как, и что будет? Это очень тяжелая история Грузии, можно сказать. После распада советской власти
мы перешли несколько правительств. И было такое 2003 года, когда у нас была уже независимая страна и был независимый президент, ну, как сказать, независимый, но после распада советской власти у нас были выборы, и мы выбрали правительство. И в 2003 году те люди, которые были вместе с правительством, но это были Саакашвили, Жвания, Бурджанадзе, лидеры тогда в политике, они создали в этой правящей партии, создали оппозицию и назвали себя реформаторами. Вот эти реформаторы сделали революцию в 2003 году. Они свергли нынешнюю власть и перешли во власти путем революции. Это был Саакашвили, Жвания, Бурджанадзе, как я уже сказала, со своими так называемыми неправительственными организациями, вместе с неправительственными организациями, которые в свое время создавали эти же люди или сотрудничали с этими неправительственными организациями. И оказалось то, что вся сильная оппозиция, все сильные неправительственные организации, которых финансировала Запад в свое время, они вместе с Саакашвили пришли во власть и уже стали частью правительства. Но не правительственные организации были, они стали частью правительства, и они нанимали очень большие должности в правительстве. И что произошло? Произошло нечто невероятное. Люди, которые в свое время защищали права человека и были в неправительственной организации, как я уже сказала, после того, как они пришли во власть, произошло что-то правда невероятное. Они нарушали права человека в таких масштабах, какие масштабы даже при советском периоде мы не видели, потому что я не жила в 20-е или 30-е годы советского периода. Я советский период помню 1960 года. И можно сказать, что такая жестокая власть против собственного народа тогда не было. И при коммунистах люди жили в 70-е и 80-е годы, люди жили более свободно, чем после того, как Саакашвили со своими неправительственными организациями пришли во власть. И что началось? Началось ужас. В тюрьмах были пытки и бесчеловечное обращение не как исключение, а как метод правления тюремной системы. Мы были на первом месте с 2004 года, уже мы были на первом месте по количеству заключенных в мире. Мы были на первом месте смертностью в тюрьмах. У нас происходило то, что власти прямо на улицах убивали молодых парней, без каких-то судей, без расследования, без всего. Они говорили, что они были бандитами, и их расстреляли прямо на улицах, на глазах людей. И это все, естественно, оставалось безнаказанным, самое главное. И происходило такое, что мы не помним. Например, мое поколение не помнит при советском периоде. У людей отнимали всякое имущество, которое у них было. Это началось с 2004 года. Отнимали все имущество, которые они получили или у них было от дедушки, от бабушки с коммунистического периода.
Люди просыпались ночью в 3-4 часа, и якобы просыпались. Ночью они шли к нотариусу, и все, что у них было, собственность, они это все перерегистрировали в пользу государства или в пользу тех людей, которого правительство заставляло им перечислять вот это имущество или переоформить собственность на какие-то люди. А Саакашвили и его партия, они создали неофициальные фонды, так называемые фонды для развития прокуратуры, для развития Министерства внутренних дел. И там люди перечисляли деньги. Кто были эти люди? В основном эти люди были или задержаны, или те люди, которых прокуратура собиралась задержать. Их приводили в прокуратуре и говорили, что если ты не перечислишь на вот этот счет такую-то такую сумму, это была огромная сумма, тогда вы пойдете в тюрьме. А в тюрьмах то, что происходило, как я сказала, пытки, бесчеловечное обращение, это уже знала вся Грузия. Поэтому люди выбирали то, что они перечисляли эти деньги в эти фонды. Фонды были, как форма этих фондов была, как неправительственные организации регистрировались. Также регистрировались вот эти две фонды. И его не контролировала ни контроль палаты, который контролировала бюджет, ничего не контролировало. Они эти деньги тратили, правительство эти деньги тратило так, как хотело. Так что, как я сказала, люди были вынуждены перечислить эти деньги, но куда шли эти деньги, никто не знал. После того, как наша организация, еще были люди, которые подняли шум на Западе, что у нас происходит пытки, бесчеловечное обращение, и это стало системой правления тюремной системы, так что убивали на улицах людей, грабили, то есть шло государственный рэкет против населения Грузии, отнимали имущество у людей, и мы это писали во всех отчетах, которые мы делали. Тогда еще у нас были гранты, и мы на международные, нас финансировали международные фонды с 1996 года, и тогда тоже были у нас эти финансирования, и мы делали разные проекты. Когда вот этот шум поднялся, вот этот шум, после этого они закрыли один из этого фонда, вот это, то, что я сказала. Но пытки, бесчеловечное обращение и вот другие проблемы, которые создало вот это революционное правительство, эту революцию тогда назвали революция рост. Вот эти люди. И после этого, как я сказала, уже накопилась невыносимость в стране. Люди уже не могли жить. Они выступали, несмотря на то, что на митингах убивали людей, громили наши митинги, избивали людей, арестовали этих людей. И происходил ужас на этих митингах. Несмотря на это, жизнь была настолько тяжелая у народа, что на митингах выходили больше, чем 100 тысяч, 200 тысяч населения. И правительство уже чувствовало, власть Саакашвили, что они это не выдержат. Поэтому они все усиливали как репрессии.
закрывали независимые телеканалы, телевидение, пресса. Как только они пришли, закрыли почти всех независимых телеканалов, оставшись был один так называемый ИМЕДИ, телекомпания ИМЕДИ, который в 2007 году, 8 ноября, тоже разгромили это телевидение, ворвались после митинга 7 ноября и в телекомпании ИМЕДИ и отобрали это последнее телевидение. И все стало уже государственной медией. Почти такая же ситуация, как на сегодняшний день в Украине. Такое было, но я не говорю, что смертность была такое, но вот политическая ситуация была такой. Не существовали оппозиционные партии почти, не существовала оппозиционная медиа. Те оппозиционные партии, которые назывались оппозиционными, они сидели в кармане у правительства. То есть они, власть Саакашвили финансировала вот эта оппозиция. То есть они не были оппозицией. Но считалось, что как будто они были оппозиционные партии. Но в народе был очень сильный протест, и вот этот протест длился в течение 9 лет в стране. И если не Бедина Иванишвили, который в 2011 году он вышел на арене, и вот те оппозиционные люди, которые существовали в течение 9 лет против национального движения, то есть партии Саакашвили и против Саакашвили, которые существовали, но они не могли, как сказать, создать климат в стране. Это не допускало нынешняя власть. Эти люди уже смогли с помощью Бедина Иванишвили и с помощью грузинского народа, они смогли в 2012 году выиграть выборы, и они пришли во власти. До этого вы знаете, что в 2008 году у нас была война против России. Просто это было смешно, что мы так затеяли эту войну, которая длилась 2,5 дня. И закончилась эта война с капитуляцией с грузинской стороны. Эту капитуляцию подписал Саакашвили. Ну, как я сказала, что если там не было столько жертв и то, что мы потеряли почти 20%, не почти, а больше, чем 20% нашей территории, смешно говорить о том, что мы затеяли войну против России. Но этот был факт. И это была очень тяжелая история, часть тяжелой истории нашей страны. И до сих пор у нас эти территории оккупированы. Если до Саакашвили эти территории у нас были конфликтными регионами нашей страны, после Саакашвили, после вот этой войны 2008 года, они стали уже, эти наши территории стали признавать какие-то страны как независимых государств. И мы сейчас находимся в этой ситуации и всячески стараемся, чтобы объединить нашу Грузию и вернуть наши территории, которые мы потеряли именно из-за политики национального движения, из-за политики Саакашвили. Ну, это очень тяжелая, трудная история. Наверное, вам не интересуют какие-то детали из этой истории. Но для нас это трагедия, естественно, до сегодняшнего дня. Поэтому мы всячески стараемся нашу политику так
вести, то есть заставить правительство вести такую политику, чтобы мы вернули наши территории, чтобы объединилась бы наша Грузия и стала единой, как оно было хотя бы во время советского периода и после распада советской власти. Он признал наши территории, и хотя бы вот в этой признании, чтобы мы смогли вернуть наши территории. Так у нас в течение многих лет мы теряли свои территории и до советского периода, естественно. Но мы сейчас говорим о тех территориях, которые ООН признал как грузинскую территорию после распада советской власти. Ну, я сейчас как-то перешла с одной темы к другой. Вернемся сейчас, что происходит сейчас. Я сказала, что в 2012 году уже во власти пришла Иванишвили и грузинская мечта, политическая партия, которые победили во время выборов. И, естественно, люди помнили то, что происходило во время Саакашвили и национального движения. И поэтому до сегодняшнего дня были 9 выборов у нас в Грузии. И во всех выборах грузинская мечта побеждала во всех выборах. Не потому, что это что-то необыкновенно хорошая власть и лучше на свете не существует. Нет, но когда с одной стороны в оппозиции находилась Саакашвили и его партия в оппозиции, а с другой стороны грузинская мечта, естественно, люди, которые помнили, какую власть вел Саакашвили и национальное движение, партия национальное движение, все выбирали именно грузинскую мечту. И поэтому и на сегодняшний день, во время выборов в 2024 году, в октябре, которые происходили, выиграла грузинская мечта. И выиграла больше результатами, больше процентами, чем в других выборах. И чем это было вызвано? Это вызвано тем, что вы, наверное, естественно, весь мир знает, и вы тоже знаете, что происходит на Украине, да, война, которая ведется между Америкой и Россией, и употреблена территория Украины, да. И со стороны Запада и со стороны Украины были призывы, что мы должны были открыть в Грузии второй фронт, чтобы мы должны были создать проблемы России, и в этом деле помог бы нам Америка, то есть нам дали бы они оружие и деньги, чтобы мы создали какие-то проблемы в России. Наше правительство, грузинская мечта, оказалось той правительством, которое этого не сделало. Они точно знали, что и они потеряли бы все, и власть, и все потеряли бы, если они допустили бы открыть в Грузии второй фронт. И самое главное, Грузия перестала бы существовать. Ну, в 2008 году Россия еще не была такой сильной, да, а мы там в 2008 году смогли только 2,5 дня вести войну против России. А сейчас, когда Россия была такая сильная, естественно, нам не хватало бы силы хотя бы несколько месяцев воевать против России. То есть это второй фронт, если бы мы открыли бы здесь второй фронт, естественно, Грузия перестала бы существовать, поэтому наша власть не пошла на это. Но
уже началась такая ситуация, что весь Запад, не только Украина, но весь Запад стало прямо ясно и четко выступать против нашего правительства. Естественно, это почувствовали и в Грузии. Я сказала вначале, если вы помните, что моя организация, то есть неправительственная организация, бывшие политзаключенные за права человека, и основатели этой организации, диссиденты советского периода, мы всегда были в оппозиции с властями, в которых мы жили. И были в оппозиции, были бы в оппозиции с грузинской мечтой, но когда почувствовали, что они сделали такой шаг, который мы со стороны власти никогда не помнили, что они выбрали интересы Грузии против имиджа, собственного имиджа, то есть они рисковали своим имиджем во всем мире, но они выбрали, чтобы как-то спасти страну. И в этот момент мы почувствовали, что быть в оппозиции с такими людьми это не совсем в интересах нашей страны. И так выходит, как будто мы на стороне властей. Нет, мы не на стороне наших властей, но мы на стороне своей страны. Грузии, которая, если бы допустила бы то, что я говорила, открыть здесь второй фронт, Грузия не существовала бы. Поэтому мы считаем, что сейчас не время быть в оппозиции с такими властями, которые борются за то, что Грузия продолжила существовать. И оказалось, что вот эти люди, которые в свое время были во власти, Саакашвили и национальное движение, и вот эти, которые сейчас считаются разными партиями, они все одно и то же. Это люди Саакашвили, они все, там есть партия Хазарадзе, который был банкиром в свое время, и при Саакашвили он вымогал деньги из людей, которые сидели в тюрьмах, и перечисляла на счет национального движения во время выборов. Ну, как сказать, эти якобы другие оппозиционные партии, которые существуют вместе с национальным движением, они все одно и то же, они вся одна команда. И эта команда, к сожалению, создана не в Грузии как оппозиция, а они как агенты, хотя это термин русский, и я не так часто употребляю агентами. Ну, это доказало время и ситуация, что эта оппозиция является агентами других стран. Запада, но я не считаю, что это весь Запад так думает, и весь Запад против Грузии. Нет, я так не думаю. Ну вот, как Рейган говорил, что если в Америке придет фашизм, это придет от имени либерализма. Вот такая у нас ситуация. Во всем мире сейчас модно либерализм, который можно сравнить с фашизмом. И вот этот либеральный фашизм угрожает и Грузии. И наше правительство выбрало путь не стать рабами этого либерального фашизма. И те ценности, которые у нашей страны были веками, и те, как сказать, демократические ценности, за которые боролись и диссиденты в свое время, свобода слова, независимость, такое, к этим мы стремимся, но к фашизму нет. Сегодняшний либерализм этот
новый либерализм предлагают не те ценности, за которых мы боролись, а они предлагают совсем другое. Они предлагают, что мы стали пропагандистами ЛГБТ, мы, чтобы отказались от своих ценностей, от своих традиций. И вы знаете, что мы очень давнейшая страна, христианская страна. У нас 1700 лет тому назад мы были христианами, православными, и мы весь этот период, вся наша история стоит на том, что как мы боролись за то, чтобы мы сохранили бы свою веру. А сейчас, в 21 веке, в периоде, когда говорят, что мы свободная страна, когда вы демократическая страна, нам заставляют отстраниться от своей веры. Ну, это прямо не говорится, но то, что нам заставляют делать, те законы, которые заставляют, чтобы мы должны принять, то есть наше правительство должно принять законы, которые нам заставляют из Запада, именно говорит о том, что мы должны отказаться от своей веры, от своих традиций. И поэтому мы оказались на той стороне, где мы чувствуем, что правительство именно борется за то, чтобы мы не потеряли то, что веками, за что мы боролись веками и сохранили до сегодняшнего дня. Что происходит сейчас на улицах? Сейчас на улицах происходит то, что эти люди, которые финансировались и финансируются на сегодняшний день со стороны вот этих либеральных фондов, они выполняют заказы Запада, а они не учитывают интересы Грузии. Это нельзя сказать, что это митинги и манифестации, потому что с 70-х годов, когда я принимала участие в митингах и манифестациях, у нас была совсем другая культура протеста. У нас, мы говорили, что даже листок из дерева не падало на земле. То есть у нас были такие митинги, где никаких разрушений, нарушений закона не существовало. Мы выступали со своими плакатами, со своими требованиями, но то, что сегодня происходит в Грузии, это невероятно, это метод этих агентов, а не оппозиции, грузинской оппозиции. Поэтому можно тоже сказать, что это не типичная грузинская оппозиция, к которым мы привыкли с 70-х годов. Эти люди, которым дают приказы или учат где-то в каких-то институтах, что они на митингах и на манифестациях разрушают все вокруг. Они сжигают парламент, имущество граждан, машины. Они употребляют коктейли Молотова, так называются у нас. И они бросают это прямо там, где находятся полицейские. И очень многие полицейские получают от этого ранения. Их пришлось оперировать даже в больницах. Так что сейчас у нас происходит нетипичный протест, грузинский протест, к чему мы привыкли.
70-х годов, а происходит нечто невероятное. Так мы никогда не поступали. С полицией у нас не были такие отношения. И полиция так не обращалась к нам. Даже 9 апреля, когда мы боролись за свободу Грузии, тогда, когда русская армия, то есть хотела наш митинг разгромить, или как сказать, наша полиция нас защищала, и мы были вместе. Грузинская полиция, грузинская оппозиция, мы были вместе. Мы вместе боролись против врага. А сейчас совсем другое. То есть с одной стороны вот эти якобы оппозиция вместе с Западом, а грузинский народ, грузинское правительство на другом стороне. То есть нельзя сказать, что там эти люди, которые сейчас создали имидж оппозиции, создали имидж, чтобы как будто здесь выборы не пошли, не были демократичными, как будто наше правительство отказалось от Запада, и поэтому выступили на улицах и призывают людей, чтобы они вышли и присоединились. В принципе, им ни одно и ни другое не интересно. Им интересно выполнить тот закон, который они получают со стороны Запада. И почему-то на сегодняшний день Запад не тот Запад, с которым мы сотрудничали во время советского периода. У нас были прекрасные отношения с Америкой, и с остальной демократического мира. Но сейчас эти отношения уже не такие, потому что, как я сказала, во власти там либеральный фашизм. И мы ожидаем время, когда это все изменится. И надеемся на то, что вот эти изменения уже происходят, раз во власти в Соединенные Штаты пришел Трамп, и происходят изменения в Европе. Все больше и больше консервативные настроенные люди приходят во власть, и мы думаем, что это все изменится. У нас будут прекрасные отношения и с Западом, и со всеми нашими соседями, и мы продолжим существование, потому что самое главное сделано. У нас до сегодняшнего дня не смогли спровоцировать второй фронт. Мы не открыли второй фронт, мы пока живы и надеемся на будущее. И скажите, пожалуйста, в центре города я видел офисы для информации о НАТО и Европейский Союз. Есть ли в Грузии проблема, я не хочу сказать пропаганда Запада, но это пропаганда. Есть ли эта организация, как в этом офисе или другие организации, не государства, которые делают информацию о НАТО и Европейском Союзе, сказать, школы, например, и другие институции. Смотрите, мы НАТО, мы хорошо, приходите с нами. Естественно, единственная пропаганда, которая по телевидению идет, даже не только на оппозиционных каналах, а на государственных каналах, на любых каналах только идет пропаганда про Западе. Хотя вот эти так называемые оппозиция реальности, вот эти криминалы, которые сейчас на улице, то есть спровоцировали вот эти уличные разгромы. Они говорят, что как будто здесь русская пропаганда существует. Но вы не можете найти ни один канал, где хотя бы что-то русское передается. Такой не существует. Сама власть только про Западе говорит и рекламирует, и
только западные эти, как его, рекламы идут. Но почему-то считается, что не считается, просто говорится о том, что здесь русская пропаганда такая сильная, которая настраивает людей против Запада. Не русская пропаганда, а сам Запад настраивает людей против Запада. Почему? Потому что они принимают Европейский парламент, и представители Европейского парламента или, как сказать, дипломаты, политики демократических стран, некоторые, естественно, выступают так несправедливо против Грузии. Они принимают такие резолюции против Грузии, что они сами призывают ненависть к грузинскому народу, когда смотришь эти двойные стандарты у них. Например, во время Трампа, когда были выборы, и Трамп против Байдена проиграл, и там были митинги и манифестации, и арестовали около Конгресса. Вы знаете, больше чем 600 человек до сегодняшний день сидят в тюрьмах. Там, если точно помню, 5 или 6 человек убили прямо на демонстрации и сказали, что они хотят ворваться в Конгресс. Это назвали внутренним терроризмом в Америке. А когда у нас происходило то же самое, то есть наша оппозиция, даже хуже, они врывались прямо в парламенте и там разгромили все вокруг парламента, там они выступили, говорят, что это свобода слова, это митинги, мирные митинги, демонстрации. Просто я не хочу так, потому что у меня тоже были очень близкие отношения с Западом. И я не представляю, что такой Запад, то, что в последние годы я вижу. Мне кажется, что это какой-то сон, и скоро проснемся и увидим, что это был сон. Ну, такое происходит. Это двойные стандарты, которые вызывают в народе ненависть к Западу. Это очень плохо, потому что мы не хотим также тот выбор, который мы сделали, нейтральная Грузия. Мы считаем, что для нас главное, что у нас были наилучшие отношения с разными странами, что они признали нас независимым, нейтральным, и наша гарантия – это их интересы, экономические интересы в Грузии. Мы хотим иметь очень теплые отношения. У нас наша культура такая, мы гостеприимный народ, мы до сих пор не помним, что здесь, в Грузии, была бы какая-то, как сказать, ненависть к какому-то народу. Это был бы евреи или армяне или русские. Ни с кем у нас никогда не было конфликтов. Как оно появилось вот в эти последние годы, я не могу даже описать, как это произошло в моей стране и в моем народе. Но пропаганда все-таки такая сильная, что оно действует и очень сильно действует. Мы почувствовали то, что сейчас ненависть, причем тут система и народ. Как если тебе если тебе не нравится система, то, которая на сегодняшний день в России, как это можно распространить на народ, ненависть к народу. Мы очень хорошие и близкие отношения имели во время советского периода и после советского периода с диссидентами в России. И мы любили друг друга как близкие. И у нас такие отношения и на сегодняшний день. Как это можно, что
если тебе не нравится система, то есть этот ненависть перенести на народ. Ну вот и пропаганда это делает, к сожалению. И весь грузинский народ, умственный народ, который думает, который оценивает все это, что происходит, естественно, против этого. Но вы знаете, что нормальные люди, они не активные, они всегда как-то втихаря продолжают существовать. А те люди, которые профинансировали, которые им дано приказ сделать что-то плохое, они активные. И поэтому их видно, а нас, тех, кто мы, естественно, большинство на моем народе в Грузии, нас не так, то есть видно, как вот этих профинансированных криминалов. Ну, такая реальность. И скажите, о президенте Грузии, она была или тоже, я не знаю, если тоже сейчас она гражданина Франции. И что вы думаете, она как президент сделала интересный грузинский народ или интересный Франция и Запад? Знаете, она никогда не была грузинкой. То есть мы никогда не считали, и она сама не считает, что она грузинка. Она никогда не жила в Грузии, она родилась во Франции. Члены ее семьи никогда не жили и не живут на сегодняшний день. Она единственная из своей семьи, которая сейчас проживает в Грузии какое-то короткое время. Она тоже, к сожалению, несмотря на то, что это была кандидатура Иванишвили, поэтому мы поддержали Саломе Зурабишвили, нашего президента, и проголосовали за Саломе Зурабишвили. Мы все считали, что она не сможет, она не будет вести интересы Грузии. Она даже не знает грузинского языка нормально, не может выразить мысль на грузинском языке, и грузины даже не могут понять, что она говорит. Но все-таки, наверное, это тоже было из Запада вынужденный шаг. Иванишвили выдвинул кандидатуру Саломе Зурабишвили, и на первом туре, когда Иванишвили увидел, что она не сможет выиграть выборы, потом сняли из рекламы фотографии Саломе Зурабишвили, и там были фотографии самого Иванишвили, Ираклий Кобахидзе, нашего премьера, и членов партии грузинской мечты, и все фотографии сняли Зурабишвили с баннерами, и все, потому что люди не хотели проголосовать за Саломе Зурабишвили, и внизу был подпись, что это Саломе Зурабишвили, а фотография была Иванишвили. Вот так она выиграла те выборы, если это можно назвать, что выиграла. Сейчас уже кончается срок. Что она делала? Она с момента того, как она уже пришла как президент Грузии, выполняла заказы другой страны, наверное, Франции, я не знаю. Точно не могу сказать, но не, естественно, не грузинские интересы она учитывает. Нет никакой поддержки у нас в народе с Саломе Зурабишвили, но сейчас она говорит, что выборы не прошли демократично, нельзя считать выборами, никто его не признает, поэтому я не выйду из резиденции президента, но это как-то неудобно даже об этом говорить. Но такое тоже случается, наверное, когда
власть в руках других стран. Когда власть независимая, тогда такое происходит. И вот произошло. Мы думаем, что и это как-то пройдет. И чуть-чуть сзади. Вы сказать, финансировать был на Liberal Fund, да? Нас. До протеста. Да. Еще раз, можем сказать, это именно это финансирование, как это пришло они? За протесты. Вы знаете, что ИГД. вмешательство со Запада, с других стран, в политике с другой страны по закону нельзя финансировать и вмешиваться в политике другой страны. У нас тоже закон это учитывает, и, естественно, нельзя, что Запад финансировал здесь политику. Но через неправительственных организаций было финансирование политических активистов, было финансирование митингов и манифестаций, в которых лидерами были неправительственные организации, профинансированные из Запада, и они вели эти митинги и манифестации, но они действовали не как неправительственные организации, а как оппозиционные партии. То есть они были, как сказать, частью оппозиционных партий. Еще раз хочу сказать, это не оппозиция. Если бы это была бы оппозиция Грузии, я была бы рядом с ними. Это не оппозиция. Самое главное, что это не оппозиция. Как я могу вам объяснить, не знаю, но это не оппозиция. Оппозиция, когда у часть каких-то людей есть другие подходы, другие мнения, чем у власти. У них нет никаких других позиций, они вообще о позициях не говорят, они вообще не говорят о какой стратегии, о какой-то стратегии, или они просто хотят свергнуть власть, потому что эта власть независима от тех, кто финансирует вот этих неправительственных организаций и этой оппозиции. То есть у них не оппозиционные выступления, а просто они разрушители, они хотят свергнуть, они только хотят свергнуть власть. Не то, что предложить какие-то новые программы, новые подходы, новые проекты и лоббировать интересы грузинского народа. Нет, им это совсем не интересно. Они выиграли выборы, и уже несколько выборов, они вообще не входят в парламенте. Им не интересно даже там лоббировать какие-то законы, которые людям интересно для людей. Просто они хотят блокировать, они саботаж устраивают, чтобы свергнуть власть, а не то, что изменить там какие-то проблемы, которые людям не нравятся. Вот такая у нас ситуация, и это все финансируется из Запада. Не то, что финансируется за демократические движения, за права человека. Какие права человека? Здесь такие нарушения со стороны вот именно оппозиции, они так нарушают, и нарушение прав со стороны правительства тоже есть, естественно, да, если неправительственные организации работали бы. Но это не финансируется. Никому не интересно, что происходит в тюрьмах на сегодняшний день. Интересно только то, что происходит на улице. Надо финансировать выступления на улице, надо финансировать свержение власти, надо финансировать штурм парламента, а не то, что происходит в тюрьмах или в больницах, или что происходит с женщинами или так далее. Это вообще не финансируется. То есть финансируются такие проекты, но эти деньги не идут по проектам, эти деньги идут по другому направлению. Поэтому мы приняли закон недавно
ФАРА, который точно то, что работает в Америке, ФАРА, прозрачности неправительственных организаций, но вот эти представители Запада назвали это русский закон, то есть и в смысле, что обозначает русский закон, это вообще идиотизм, да, назвать грузинский парламент принимает закон, и ты называешь русским, как это, с чем это сходится. И никто сказал, что в США есть Да. закон против иностранных агентов. Да, против иностранных агентов, которые больше чем 100 лет уже работают и прекрасно работают, мы тоже хотели. Но то, что дозволено Америке, не дозволено нам. И нам говорят, что да, у нас должно это работать, но когда оно работает у вас, это русский. А Россия откуда взяла этот закон? Как вы думаете? Они тоже переписали с Америки, что они создали этот закон, что ли? Возьмем годы, когда было принято этот закон в Америке, и когда было принято этот закон в России. Даже если вы прочитаете русский вариант и грузинский вариант вообще не схожий с русским. Это более американский вариант, но облегченный, более либеральный, чем в Америке наш закон. Но все-таки нам это не дозволено, и, естественно, вот когда идут рекомендации со стороны Европы вступления в Евросоюзе, один из самых главных требований с нас это то, что мы должны упразднить закон о ЛГБТ, пропаганда ЛГБТ мы запретили, я же сказала, и мы должны это упразднить, и должны упразднить вот закон ФАРА, прозрачности неправительственных организаций. Ну какое это требование? Если независимая страна, независимость и суверенитет, в чем оно выражается? Самое главное, в чем суверенитет выражается, это то, что страна должна иметь право сам решить, какие законы для этой страны приемлемы, какие законы должен принимать. И мы приняли этот закон. Мы не говорим, что права ЛГБТ не должно здесь защищаться. Мы защищаем и всегда защищали права ЛГБТ, но пропаганду, мы о пропаганде говорим, мы не хотим пропаганду, потому что это не права человека, пропаганда запрещается в Западе, на сигарете невозможно, и наркотики и так далее. Если пропаганда это часть права человека, тогда почему это не касается пропаганды наркотиков или другой. То есть пропаганда это не входит в права человека. Запретить пропаганду это не входит в права человека. Но нам вот этот либеральный Запад нам говорит, что мы не имеем права здесь запретить пропаганду ЛГБТ или принять закон о прозрачности неправительственных организаций. Почему? Потому что именно вот эти деньги против нынешней власти, сегодняшней власти, идут именно вот путем неправительственных организаций. Вот такая реальность на сегодняшний день, и поэтому я оказалась как будто на стороне правительства. Есть чуть-чуть другому, я хочу твое мнение. Позавчера на митинг мы был там, пытаться работать как журналисты, сделать нашу репортаж и все это. И люди там люди видят наше лицо
И ругается мы за нашу работу, который мы был, потому что мы был работа на России до, и все это сказал, да, мы пропагандист за Россию, и все это, и ругается, и сказал, мы надо уезжать на митинг, и мы сказали, мы просто журналисты, это свободное слово надо, это свободная страна, они сказали, уезжает вас провокация, мы сказали, это вы бегаете за мы не трожь вас, мы спокойно, просто снимает. И что вы могу сказать за эту обстановку? К сожалению, потому что посольство Америки на сегодняшний день и другие посольства поддерживают вот то, что происходит на улице, они сами говорят, дают список тех журналистов, которые своими считают. И эти люди, которые стоят на улице и считают, что они в оппозиции, или что они считают, я даже не хочу знать, мне не интересно, они знают всех на лицо, вот этих журналистов, своих, которые должны это освещать так, как надо. Если вы не из какой-то, то есть у вас нет рекомендаций из какого-то посольства, естественно, вас не приняли бы своим, и если вы не в списке тех журналистов, которые должны, как сказать, освещать эти митинги, естественно, вас приняли бы за российской. И, поэтому вы должны через какого-то посольства, через американского посольства, раз вы граждане Америки, вы должны были стараться, что из посольства Америки вас рекомендовали бы. Тоже первые несколько дней я первый на митинг поговорили, снимают, что они сделали, как они поговорили, что они хочу говорить меня. И все они сказали, да, все Грузии с нами, с нами, и несколько дней видят они, думаю, может быть, все Грузии с нами, но после я снимает много протестов и понимаю, что они хотели сказать, я чуть-чуть дальше, может километр-полтора, и вставать несколько час, поговорить местные люди, которые не ребенок, могу сказать, которые не молодой, и они все сказать, но не все Грузия, это митинг, это процесс, они очень мало процент. Это было очень тяжело, как могу сказать, понятно, потому что каждый человек на этом митинге сказал мне один, но как могу сказать, обычный гражданский Грузия сказал вообще другому. Что вы могу сказать за это? Я нехорошо поняла, что вы спросили. Можно на английском скажите? Yes. So when we first Jimmy, усни. When I first came to the protests, I wanted to give them a chance to show me what they had to say, what they were trying to say, and they all told me that all of Georgia is with the protesters, and they're showing the will of the people of Georgia. But after several days filming them, I just maybe a kilometer away started talking to regular people, maybe a little bit older, because as I saw, the general age at the protest was late teens to late 20s. But all the people that wanted to speak to me away from the protest were a little bit older, the next generation, and they all said a totally different opinion of the situation. They said
yes, many Georgians are for going to Europe, but not that way. We're not with the protesters. What can she say about that? ესე იგი, თავიდან პროგრამოდენიმე დღე პროტესტები ყავით და პროტესტს ვაშუქებდითო და შევამჩნიო, რომ ახალგაზრდები იყვნენ ძირითადად აი 18-20 და ასე შემდეგ, ძირითადად იმასაო და გვეუბნებოდნენ, რომ ეს ხალხიო, რომ ჩვენ მთელი საქართველოს ჩვენთან არის, რომ ყველანი ჩვენ გვემხრობიან და მე 2-3 დღის მერე გავედიო იქვე რამოდენიმე არც კი 1 კილომეტრშიო და უკვე დაველაპარაკე ცოტა შემდეგ თაობას, ცოტა უკვე ხანში შესულსო და იმათმა სულ სხვა ის მომაწოდეს ინფორმაცია და სულ სხვა სურათი დახატეს, რომ ჩვენო კი გვინდაო ევროპაო და ევროპაში ინტეგრირებაო, მაგრამ არანაირად არ ვემხრობით ამათ და არა როგორც ამათსო. Да, магадзе რა აზრის ამ იმაზე რა комментарий. Именно потому, что не то, что вся Грузия поддерживает, да, не поддерживает даже такое количество, которых можно было бы вывести на улицах и создать климат, что вот какая-то масса протестов существует в Грузии. Поэтому они работали с молодыми, то есть с молодыми парнями, которые не видели своими глазами режим Саакашвили и национального движения, и не помнят, или были маленькими детьми, и они не знают, что происходило, да, в каждой семье в Грузии. Поэтому их легче обманывать, молодежь легче обманывать. Даже они врываются в школе и оттуда хотят вывести на митингах и демонстрациях детей, которые закон запрещает. Естественно, им нет 18 лет, и их нельзя употреблять в политике. Да? Но они их заставляют выйти на улицы, потому что создать количество. И поэтому, раз они прекрасно знают, что те, которые помнят Саакашвили и национального движения, их невозможно вывести на улицу. И единственная молодежь, которая не помнит, или вообще не были тогда эти годы, и поэтому легче их обманывать. Но пропаганда серьезно действует с одной стороны, и с другой стороны наркотики, да, знаете, молодежь все-таки у нас, к сожалению, так что большинство, какой-то часть нашего молодежи занимаются вот эти клубные наркотики или что-то называются, и они там раздают эти наркотики. Ну, сейчас я не хочу об этих деталях сейчас говорить. Что вопрос? Я понимаю, вы много сказал за выбор там и там, но они очень сложно сказать, это выбор вот 1,5 месяца, октября 26-го, они напротив сказали, это не был честный, это не все это. Что вы могу сказать люди, которые сказали, это выбор не был честный? Если вы поговорите о них, что вы могу сказать? Знаете, то, что они не могут никакие вещественные доказательства показать, хотя бы по телевизору, не говоря сейчас в судах или в прокуратуре, они вообще ничего не могли предъявить о нарушениях, да? Потому что такого не было. У нас были, правда, очень прозрачные выборы, электрические выборы. И там больше, чем 30 тысяч наблюдателей были. Сами наблюдали, вот эти люди, вот эта оппозиция, сами же наблюдали на этих выборах. Когда шли эти выборы, почему тогда не было сказано, что вот там есть какие-то нарушения? Если они выиграли бы, естественно, они сказали бы, что да, выборы прошли демократично. Но раз они увидели, что так серьезно проиграли, сейчас говорят, что эти выборы были фальсифицированы. Но где факт фальсифицирования? Где такой факт? Хотя бы один существующий факт
нельзя было показать или дать вот здесь. Единственное то, что они говорят, что как будто там чернила, то есть на второй, когда они перевернули как будто вот этот бюллетень, там можно было увидеть, кому они проголосовали люди. Но это сказка, знаете, это они даже такие бюллетени не смогли предъявить, чтобы вот это именно было так. А потом, когда говорится о том, что никто не должен знать, кому ты даешь голос, это в кабине, когда ты даешь голос. А то в каждой демократической стране, в большинстве демократических странах, эти бюллетени кидают прямо в прозрачных этих, как его, в коробках, прозрачно, потому что это уже никто не скрывает. Самое главное там, где ты даешь, ты голосуешь, там ты должен иметь право свободно, без насилия, без какого-то влияния, чтобы ты проголосовала бы, а потом это уже не является какой-то, как сказать, закон это не предусматривает, что там надо все закрыто. Выходишь из кабины, и тебя экзит-полы, люди, которые занимаются экзит-полами, спрашивают, кому ты проголосовал, кому ты дал свой голос. Если это закон запрещал бы, тогда экзит-полы не существовали бы, да, естественно. Раз экзит-полы существуют, это значит, что после того, как ты уже сделал выбор, это можешь ты сказать, можешь не сказать. То есть здесь уже нет никаких таких запретов. Но они, как я уже сказала, они никакого вещественного доказательства, ни одного вещественного доказательства, что где-то такое происходило, не смогли. Естественно, какие-то нарушения в каких-то участках, наверное, были. А где такая страна, где какие-то нарушения не были? Но эти нарушения повлияли на выборах или нет? Самое главное же то, что эти нарушения имели влияние или могли иметь влияние или нет. Они не могут, как я уже сказала, они не могут предъявить никаких таких вещественных доказательств ни в прокуратуре, ни в судах, ни в своих собственных телеканалах не могут они ничего доказать, что эти выборы были сфальсифицированы или недемократичными или и так далее. Что они делали тогда на выборах, их наблюдатели? Что они спали? Больше, чем 30 тысяч своих наблюдателей. Как они, что они спали там, не видели, если такое происходило. Ну, как я сказала, это все выдумки. Им вообще не интересно было выборы, потому что когда предвыборная была ситуация в Грузии, они совсем не участвовали в предвыборных в кампании, они именно работали на не 26 октября, а на 27 октября. Что второй день они работали на то, чтобы вот потом после выборов как свергнуть власть. Вот и поэтому сейчас такая у нас ситуация. Наверное, это тоже выдержим как-нибудь, потому что вся Грузия, можно сказать, большинство в Грузии, которые проголосовали за грузинскую мечту, и те люди, которые не смогли прийти на выборах, ну, естественно, они не рядом с национального движения и с этой оппозицией. Их так много, что невозможно сейчас это насильно сделать то, что они хотят. Это невозможно. Я не думаю, что это такое меньшинство, что они что-нибудь реальное смогут
менять. Кроме того, то, что они делают, они влияют на нашу экономику, они влияют на страну, на имидж нашей страны очень плохо, на наши отношения с другими странами. Естественно, это портят. Они могут это портить, это портят, но свержение власти это не выйдет. Нет таких ресурсов в Грузии, как вы их не финансировали, не только Запад, и Россия, если свои деньги добавит. Это невозможно сделать. Нет здесь таких ресурсов. Я думал, последний вопрос. Что вы думал будет будущее за твою страну? Я вижу, что у нас будет очень хорошее будущее. Если мы пойдем на правильный путь, то есть если мы будем учитывать интересы Грузии с интересами других стран, как я уже сказала, не то, что в изоляции, такое мы не хотим, естественно. Если мы будем жить так, как мы жили веками, то есть у нас будет все нормально. Грузия будет одна из очень ведущих и интересных стран в мире. С экономической стороны, с политической стороны. Мы будем жить нормально. Самое главное, что нас не считали рабами какие-то страны, как сейчас сегодняшний Запад этого хочет. Если у нас реально будет суверенитет, мы будем одна из самых лучших стран в мире. Извините за такое, но не так видно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Wow, that was a lot of information. Hope you got something out of it. I mean, the West funneling finance to the protesters through the NGOs. You said you wanted to hear about NGOs. There you go. On the situation with the elections, very different than what we hear from the protesters. So much information, history, everything in between, like I said. So we're going to keep on bringing you all the information here on the ground in Georgia on this developing story. Again, go down, click on that Substack link, subscribe to my Substack, and you get so much more information there. And we're just going to keep showing the world together what is happening. And of course, we can't do any of this work without the help of people like you, the donations from people like you. Because we're not financed by NGOs, we're financed by you. And that's why I'm only bringing you the facts that I see on the ground, because I don't have to report to anyone else but you, my viewers. So let's show the world. Click on that link on the screen or in the description and donate now. We're out.